Всем привет! Сегодня готовим очень простые и красивые бисквитные пирожные с нежным сливочным кремом с апельсиновым ароматом. Можно даже сказать, что это такие оладьи-панкейки с кремом, приготовленные в духовке. Рецепт реально простой и не отнимет у вас много времени, а результат превосходит все ожидания. И, конечно, я хочу показать, какое это пирожное получилось внутри. Здесь просто нежнейший бисквит и очень вкусный цитрусовый крем. И для того, чтобы приготовить тесто для наших вкусных пирожных или панкейков, мне понадобится 50 граммов муки, 50 граммов сахара, 2 яйца. Я использую яйца крупного размера. Буду добавлять в тесто экстракт ванили, 1 чайную ложку. Можно заменить ванильным сахаром. Щепотка соли. И здесь у меня пол чайной ложки лимонного сока. Приготовим самое простое бисквитное тесто. Для этого у яиц отделяем белки и желтки. Делаем это аккуратно, чтобы в белки не попали желтки. И сначала взобьем белки, добавляю в них щепотку соли и начинаем взбивать. Когда появилась вот такая легкая пена, добавляю в белки лимонный сок и постепенно буду добавлять примерно половину сахара. Взбиваем белки в плотные, крепкие, устойчивые пики. В желтки я добавляю 1 чайную ложку экстракта ванили и добавляю оставшийся сахар. Хорошо взбиваю миксером. Я взбила желтки в пышную светлую массу. И теперь миксер я убираю. В 2 приема просеиваю муку. Аккуратно перемешиваю лопаткой. Просеиваю оставшуюся муку и перемешиваю. На самом деле это самое простое бисквитное тесто, которое готовится очень легко и просто. Сейчас в мое такое достаточно плотное тесто я буду аккуратно вмешивать белки. Сначала вмешаю немного белков, довольно интенсивно, чтобы масса вобрала в себя эти белки, и затем она охотно примет остальные белки. И они сохранят свою пышность. И теперь добавляю еще часть белков и уже перемешиваю аккуратно сверху вниз, чтобы тесто, как я уже сказала, сохранило свою пышность. Добавляю все оставшиеся белки и очень бережно все перемешиваю. Посмотрите, какое тесто в итоге получилось. Оно очень нежное и пышное. Тесто я перекладываю в кулинарный мешок. Можно переложить просто в обычный пакет. Выпекать бисквиты или панкейки я буду на противне. Противень я застелила пергаментной бумагой. У меня хорошая пергаментная бумага, я ее ничем не смазываю. Если вы не уверены в качестве бумаги, обязательно смажьте ее маслом. Сейчас я беру кулинарный мешок и делаю вот такой срез. Диаметр среза примерно около сантиметра. Итак, сейчас я буду формировать бисквиты. Выдавливаю тесто по кругу, по спирали. Стараюсь сделать бисквит не круглый, а немножко овальный. Конечно, размер бисквита выбирайте сами. Какой хотите, чуть больше, чуть меньше. В зависимости от того, какие вы хотите получить пирожные. Моя рекомендация: обязательно при формировании бисквитов воспользоваться кулинарным мешком, либо просто обычным пакетом. Тогда края и центр теста будут равномерные, не будет отличаться. И при выпечке края теста слишком сильно не подсохнут и не будут ломаться.
Посмотрите, я сформировала вот такие бисквитики, и видите, толщина везде одинаковая получается, что в центре, что по краю. И сейчас отправляю противень с тестом в хорошо разогретую до 170 градусов духовку, примерно на 12 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке, но сами бисквиты не должны слишком сильно подрумяниться, чтобы они не высохли. Они должны оставаться мягкими и нежными. Пока выпекаются мои бисквиты, я хочу закончить приготовление крема. Для бисквитов сегодня я буду готовить крем, который уже есть у меня на канале, видеорецепт. Называется он сливочно-мандариновый. Сегодня мой крем будет на основе не сока мандаринов, а сока апельсина. И также я сюда добавила немного сока маракуйи. Вообще, конечно, с этим кремом можно экспериментировать как угодно, добавлять любые цитрусовые, которые вы любите. Здесь у меня уже, так сказать, остывшая основа, такой кисель. Видите, он такой полностью уже застывший. И жирные сливки. Количество ингредиентов, которые понадобятся для крема, именно для этих пирожных, я укажу под видео в описании. И сейчас в плотные пики я взбиваю сливки. Сливки я хорошо взбила. И теперь добавляю сюда полностью холодную цитрусовую основу. И хорошо взбиваю. И у меня получился вот такой очень ароматный крем. Пахнет, конечно, просто безумно вкусно. Апельсин, маракуйя, они дают просто невероятный аромат. Но я уверена, с любыми цитрусовыми этот крем просто будет шикарный. Крем я перекладываю в кулинарный мешок. Бисквиты у меня уже испеклись. Посмотрите, видите, они слегка подрумянились. Сейчас их аккуратно надо снять с пергаментной бумаги. Посмотрите, видите, какие они получаются нежные, очень красивые. И бисквиты я перекладываю, чтобы они остывали, на решетку. Посмотрите, какие бисквиты получаются. Они очень нежные, мягкие. И вы видите, края совершенно не ломаются, потому что края одинаковой толщины с серединой теста. И края больше не подсохли. Видите, из этих бисквитов очень легко будет сделать пирожные. Всего из данного количества ингредиентов у меня получилось 10 бисквитов довольно крупного размера. Сейчас сверху, после того, как они остыли, я их присыпаю сахарной пудрой. И сейчас очень просто сформируем пирожные. Переворачиваю бисквиты и сверху выдавливаю крем из мешка. И соединяю края. Получаются вот такие очень красивые пирожные и нежные. И, конечно, таким образом я формирую все пирожные. Друзья, но только посмотрите на эти нежные пирожные. Они, конечно, просто восхитительные. И могу сказать сразу, они разлетаются моментально. Посмотрите, у меня уже 10 пирожных на столе нет. Это просто сама нежность. Здесь очень вкусный, нежный бисквит и великолепный апельсиновый крем. Я всем рекомендую приготовить и попробовать. Я думаю, такие пирожные понравятся всем, и взрослым, и детям. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!